Всем привет! Ранее на нашем канале уже был обзор на этот микроинструмент. Теперь будем восстанавливать настоящий советский сверлильный 2М112. Обзор будет состоять из двух частей. Это первая часть — восстановления лакокрасочного покрытия, то есть создать первозданный вид. Будем наносить высококачественное защитное покрытие от компании Bronyator. Во второй части будет все связанное с электрикой. Пришлось также заменить все расходники на более высокого класса по точности. Но лучше всего, конечно, поставить вот такого типа, закрытого типа. На таких инструмент будет бегать гораздо дольше. Замена узлов качения не составляет большого труда, соответственно, самое большое внимание сейчас будем уделять для правильного нанесения высококачественного и долговечного покрытия. Мой вариант оказался очень древним, соответственно, будем снимать все, что отслаивается. Эти шильдики также будем устанавливать новые. Изготовили их вообще уникальные. Если конкретно этот один в один, то вот этот, допустим, бирка имеет уникальные показания по значениям скорости с превышением показаний почти в 3 раза. Будем делать большой диапазон регулировки вращения шпинделя. Больше не потребуется перекидывать ремней на шкивах, то есть регулировка оборотов теперь будет производиться с регулировкой частоты. Как наподобие вот этой маленькой игрушки. Кому интересно взглянуть на него, оставлю ссылку вот здесь. Этот шильдик тоже на 380, поскольку будет питаться исключительно высоким напряжением. Но все сделано очень аккуратно. Возвращаем максимально первозданный вид. Чистить будем вот таким опасным инструментом. Зерно выбираем 80-60, можно даже 40. Для плоских участков этот способ отличный, но в труднодоступные места можно добираться вот с помощью такой щетки. В таком виде инструмент еще опаснее, так что поосторожнее. Эту часть станка не хочется пескоструить. На нем тоже много недочетов по качеству литья, чугуна. Видимо, эстетика должного внимания тогда особо не обращали внимания. Но то, что здесь тоже все, что криво, косо, будем выводить в идеальную плоскость. Смотрим, какие перепады. Здесь вообще одна сторона на 2 мм выше. Хоть как-то надо все это округлять. В целом получилось максимально сгладить неровные поверхности. Теперь все более-менее нормально смотрится.
Стойка почему-то мне казалось, что для тех времен она должна быть цельной, но, как видим, хотя достаточно толстого сечения стенки, внутренние канавки будем чистить болгаркой, а первозданный вид поверхности будем придавать напильником. Самое большое время заняла чистка основания. После пескоструя открылось много брака. Передняя часть также претерпела большие изменения, пришлось окошко увеличивать, фрезеровать, так как местами окошко вообще состояло из кусков шпаклевки. Поверхность, сохранность тут отличная, забоины и неглубокие рыски удалось снять шлифовкой. Теперь займемся нанесением лакокрасочного покрытия. Краска пульт в моем случае это примерно 2 мм дюза. Поскольку будем наносить шагрень, будет первый пробный опыт. И очень важно на одном и том же расстоянии всегда краска пульт держать перпендикулярно. В моем случае это может быть не так критично, но вот при покраске авто и других крупных объектов потребуется соблюдение правила для получения различной модификации шагрени, то есть вариативности фактуры. В качестве грунтовки будем наносить мощное средство бронятор. Давление примерно 4-5 атмосфер. Результат очень хороший, покрытие получилось достаточно гладкое. Поскольку грунтовку мы довели до достаточно жидкого состояния, добавили примерно 20% растворителя, но, как видим, все отлично. В качестве высокопрочного и защитного покрытия будем снова наносить краску от Бронятор. Для правильного нанесения эту краску уже надо фильтровать через мелкую сетку. Фильтр, кстати, идет в комплекте с краской. Здесь уже не стал разбавлять с растворителем, шагрень пусть будет покрупнее. Цвет получился по-настоящему яркий, сочный. Нанесение шагрени — это мой первый такой опыт. Результатом, можно сказать, очень доволен. Поскольку матовый цвет и зернистый эффект устранил небольшие неровности, то есть даже учитывая такое состояние поверхности, не самое лучшее, так скажем, финишный результат получился более чем отличный.
Покрытие получилось приятное на ощупь, что-то вроде похожее на резину, силикон, но главное, чтобы прослужило максимально долго. По поводу этой краски хочется поблагодарить ребят за то, что смогли уделить время, за то, что смогли подобрать максимально похожий к заводскому цвету. Хотя она в упаковке смотрится немного салатовым цветом, но после нанесения, высыхания обретает настоящий зеленый цвет с небольшой кислинкой. Спасибо за просмотр.